Как мы уже с вами знаем, древние греки придумали демократию, то есть каждый гражданин имел право голоса в собрании народа, где обсуждались и принимались законы и важные государственные решения. Но гражданином считался только мужчина. Женщины не имели никаких прав и не участвовали в политической жизни государства. По мнению древних, женщины должны были рожать детей и вести домашнее хозяйство. Но больше всего страдали рабы, которые для своих хозяев были всего лишь вещью. Нередко рабы заменяли сторожевых собак. Женщинам-рабам везло еще меньше, они выполняли не только тяжелую работу, но и оказывали услуги интимного характера. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В Древней Греции, в начале VI века до нашей эры, Солон, бывший тогда политическим деятелем, стал инициатором создания первых официальных борделей, которые находились под покровительством государства. Целью этого было защитить честь и добродетель греческих женщин и девушек. Солон ввел концепцию законной проституции, взяв ее под управление государства. Для этого он приобрел рабынь из Азии и разместил их в специально созданном заведении, известном как Диктерион. Эти заведения обычно находились вблизи Афин, в пригороде и рядом с портом. Мужчины в Греции обычно вступали в брак примерно в 30 лет, часто даже после достижения этого возраста. Девушки из аристократических семей сохраняли девственность до брака, что было общепринятой нормой. В целях уменьшения уровня преступности и предотвращения насилия были учреждены публичные дома, которые, кроме всего прочего, вносили налоговые отчисления в государственную казну. С течением времени растущая популярность диктерионов греческих борделей привела к возникновению частных борделей, которые начали строиться непосредственно в городах. Постепенно среди работающих там женщин, помимо иностранок, стали появляться и гречанки. Публичные дома приносили не только финансовые выгоды, но и имели определенный до некоторой степени священный статус, обеспечивая убежище. Это означало, что женатый мужчина, находящийся в таком месте, не мог быть обвинен в измене. Отец не имел права искать там своих сыновей, а кредитор – своих должников. В то время бытовало мнение, что устранение проституции из общественной жизни может привести к непредвиденным социальным последствиям, поскольку она выполняет определенную регулирующую функцию. Аналогично, если изъять канализацию из дворца, это может сделать его менее пригодным для проживания. В Древней Греции существовали разнообразные группы женщин, занимавшихся предоставлением сексуальных услуг, каждая из которых занимала свое место в социальной структуре. Парнаи – женщины, оказывающие услуги за плату, часто находясь в зависимом положении. Свободные женщины, предоставляющие подобные услуги на условиях, выбранных ими. Авлитриды – исполнительницы, работающие в сфере танца и музыки, которые также могли предлагать сексуальные услуги. Гетеры – женщины, обладавшие высоким статусом и культурным образованием, часто вступавшие в длительные отношения с мужчинами высшего класса. Такие женщины, в зависимости от своего статуса и условий, могли находиться под покровительством или в зависимости от других лиц, включая тех, кто занимался организацией их деятельности. Важно уважать и признавать сложность их положения в историческом и социальном контексте, не принижая достоинства никакой категории женщин. В указанной категории женщины отличались разнообразием происхождения. Среди них были иностранки, бедные вдовы, а также бывшие парные. В Афинах такие женщины обязаны были пройти регистрацию и уплачивать налоги. Благодаря своему занятию, некоторые из них сумели значительно улучшить свое материальное положение. В городе Копте в первом веке нашей эры размер дорожной пошлины для проституток составлял 108 драхм, в то время как с обычных женщин взималось всего 20 драхм. Это свидетельствовало о том, что проститутки имели весьма высокие доходы. Цены на услуги варьировались. Например, в IV веке до нашей эры стоимость могла составлять 4 драхмы, что эквивалентно 16 граммам серебра или около 9 евро по современным меркам. Была также практика предоставления абонементов, при которой несколько визитов обходились в 5 драхм.
Естественно, молодые и привлекательные женщины могли запрашивать за свои услуги более высокую плату в сравнении с более возрастными коллегами. В контексте древнегреческой философии и общественных взглядов Фалес Милецкий, один из 7 мудрецов Греции, высказывал мнение, которое отражает глубоко укоренившиеся представления того времени о социальной иерархии и половых ролях. Он известен своим высказыванием, в котором выражает благодарность судьбе за 3 аспекта своего существования: за то, что он человек, а не животное, мужчина, а не женщина, грек, а не варвар. Эти слова Фалеса отражают не только его личные взгляды, но и широко распространенные в его эпоху представления о превосходстве мужчин над женщинами, людей над животными и греков над варварами. Пифагор же, выдающийся древнегреческий философ и математик, занимал другую позицию относительно роли женщин в обществе, что выделяло его среди многих его современников. В отличие от распространенных в его время взглядов, Пифагор придавал большое значение равенству полов и активно вовлекал женщин в философские исследования и образовательные процессы. В рамках Пифагорейского союза, который был как образовательным, так и религиозным сообществом, функционировал женский филиал, где женщины могли изучать философию наравне с мужчинами. Пифагор считал, что женщины играют центральную роль в поддержании гармонии и любви в отношениях, видя в этом их ключевую функцию. Он утверждал, что в браке женщина занимает столь же важное место, как и мужчина, и что оба пола должны дополнять друг друга, создавая устойчивое и гармоничное социальное устройство. Пифагор выделял женщин как особую группу, отличную от мужчин не только в биологическом, но и в социальном аспекте, при этом не умаляя их значимости и вкладывая в развитие общества и культуры. Подводя итог, хочется подчеркнуть, что, несмотря на то, что мужчины в Древней Греции часто считали себя превосходящими женщин во многих аспектах жизни, роль женщин в экономической и социальной структуре общества была неоспорима. Все-таки женщины оказали громадное влияние на развитие истории человечества.